Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 11 января. Хочу напомнить, что в комментариях к этому ролику вы можете оставлять свои вопросы, на которые я отвечу уже завтра или послезавтра, то есть в пятницу или в субботу. Поэтому перед тем, как в комментариях оставлять вопрос, ставьте знак вопроса или пишите слово «вопрос». И на самые популярные вопросы, повторяю, я отвечу уже в ближайшее время. Также хочу напомнить, что у нас существует Patreon, подписавшись на который вы получите ответы на все вопросы. Я вам скажу, что в Patreon задают несколько другие вопросы, не такие, как в обычном эфире, не те, которые набирают максимальное количество лайков. Ну, таким немножко странным образом фильтруются вопросы я имею в виду в YouTube в основном канале. В Patreon, скажу опять-таки, я более откровенен, и там больше информации. Еще раз повторяю, там вопросы, на мой взгляд, более интересные, более конкретные, и, соответственно, люди получают большее количество интересной и нужной информации. Поэтому призываю всех наших зрителей и слушателей, у кого есть желание, конечно, подписаться на Patreon, перейдя по ссылочке в описании к этому ролику. Так, теперь перейдем к событиям. Человека, похожего на президента Владимира Путина, отправили в путешествие по замкнутому кругу. Предвыборное турне. Отправили его в Чукотку. В Чукотке прекрасно проводит время, конечно, прекрасно в кавычках. Ему не очень нравится, он не очень любит, когда холодно, но тем не менее, деваться ему некуда. Двойник должен слушаться своих кураторов, исполнять все, что ему прикажут, поэтому холодно, значит холодно, скажут выйти без шапки, значит выйдет без шапки. В шапке он просто имеет несколько неуклюжий вид, да что там неуклюжий, неказистый, откровенно говоря, простоватый и непрезентабельный. Ну, ровно как и президент России Владимир Путин, ныне покойный, в шапке выглядел полным кретином. Он и так был полный кретин. Нынешний двойник откровенный идиот, а идиот в шапке выглядит идиотом вдвойне. Ну, именно примерно такие доводы приводит Патрушев, когда рекомендует те или иные условия существования двойника. Дублер провел замечательные встречи, покатался на разных транспортных средствах на Чукотке. Но самое основное, что можно выделить, это общение с людьми, общение с жителями Анадыря. Прекрасное общение, огромная аудитория, человек 15, наверное. Пообщался замечательно, рассказал о том, что он занимается спортом, то ли 2,5 часа в день, плавает в бассейне. Если покойный президент России Владимир Путин, намекая на бассейн, вероятно, имел в виду НРС, который у него был последние годы. И НРС — это ночное недержание. И, соответственно, таким прекрасным образом, вероятно, намекал на подобный бассейн, то двойник, конечно, откровенно лжет. Ни о каком бассейне 2 часа в день и речи нет. Время от времени ему дают возможность поплавать в бассейне в одной из резиденций президента, но это происходит не чаще, раза в месяц, и так, когда особо отличился в хорошем плане. Так как дублер особо в хороших планах не отличается, больше заслуживает критики. Несколько раз его пытались вразумить, пытались дать ему шанс проявить себя с лучшей стороны. Не получается. Еще раз повторяю, двойник откровенный идиот, откровеннейший идиот. Поэтому условия его содержания, будем говорить откровенно, далеки от идеала, по крайней мере, от его идеала.
Несмотря на то, что дублер в прошлом морской пехотинец и даже плотник известного разряда, он далек от спорта. Действительно далек, и несмотря на то, что он довольно бодр, помните, да, как в известном фильме, бодрости духа не теряет и веселого расположения не утратил, несмотря ни на что. Перспективы ему рисуют самые радужные, вот-вот и случится в его жизни счастье, но тем не менее, на сегодняшний день он является затворником. Конечно, основное время, когда он не участвует в официальных мероприятиях, этот человек является затворником. Яркий пример, который произошел на этой неделе, была у него встреча с известной дамой. Мы об этом писали у нас в телеграм-канале. Те, кто не читал, прочитайте, пожалуйста. Была встреча с известной дамой, и встреча официальная. После встречи возжелал пообщаться с этой дамой наедине, отобедать, отужинать, это уже не важно, и провести время, так как дама ему очень понравилась. Дама, надо сказать откровенно, схожа на него количеством пластических операций, физиономия фарфоровая, ну да ладно, что мы будем вдаваться в подробности, это личное дело каждого. Мы сейчас говорим о двойнике. Так вот, он попросил у кураторов возможности провести время с этой дамой, ну, будем так говорить, в интимной обстановке тет-на-тет. В итоге просьбу передали Патрушеву, Патрушев строго запретил. Еще раз повторяю, на сегодняшний день тот человек, который изображает из себя президента России, живет в условиях чистейшего затворничества. Жалеть, конечно, его не стоит. Добровольно-принудительное положение его исключительно его проблема. Но если бы его проблемы были исключительно его, мы бы с вами, конечно, эти вопросы не обсуждали. Сочувствовать не надо, стоит просто задумываться над тем, впереди выборы, над тем, какой человек может стать теоретически, ну, вырвись он из-под контроля своих кураторов, у руля страны. Понятно, что сейчас руководит совершенно не он, и он просто обычный Петрушка. Тем не менее, шансы на то, что Петрушка станет самостоятельной фигурой, теоретически есть. Да и, опять-таки, Петрушка в руках одного человека играет одну роль, в руках другого человека играет совершенно другую. Где гарантии того, что Патрушев сможет удержать ситуацию и останется главным за Петрушкой, да? Нет таких гарантий, нет абсолютно, да и сам Патрушев это прекрасно понимает. Что касается Патрушева, конечно, мы об этом говорили многократно в этом году. Маятник репрессий будет только раскручиваться, запрещать будут все и везде. Ну, вы сами видите, уважаемые зрители и слушатели, после небольшого перерыва депутаты Государственной Думы вошли в работу, в рабочий график с новым предложением запретить продавать подросткам безалкогольное пиво. Ну, прекрасная инициатива. Еще бы запретить продавать депутатам резиновых женщин. И было бы вообще в стране счастье. Да, многие скажут, что депутаты не являются на сегодняшний день властью. Я отчасти с этим согласен. Это кнопкодавы, не иначе. Но, тем не менее, они все туда же. Что-нибудь запретить, какую-нибудь инициативу выдвинуть, это, конечно, у них присутствует. Они смотрят на высшую власть и с такой оглядкой пытаются им подражать. Многие задаются вопросом, почему люди в окружении Патрушева, почему люди в так называемом Политбюро 2.0 не препятствуют подобным инициативам и не пытаются удержать Патрушева от того маятника репрессий, который он раскручивает. Дело в том, что эти люди считают, что их это не коснется. Да и, откровенно говоря, Патрушев дал такие обещания первому кругу элит, дал обещание, что их это не коснется. Конечно, это для простого народа. Частично, еще раз повторяю, частично для чиновников низшего звена, для чиновников среднего звена эти репрессии еще менее будут значимыми. А вот для высшего эшелона здесь все тишь да благодать, практически чистейший либерализм. То есть для народа
закон, причем законы идиотские, законы извращенные, а для своих, ну, я еще раз повторяю, райская жизнь, извините. Э, В итоге, в итоге элиты совершенно не сопротивляются подобному идиотизму. В голове Патрушева извращенное понимание того, как должна существовать Россия. Это некий симбиоз нынешнего китайского стиля управления, вьетнамского, северокорейского. Ну, есть куда стремиться, да. Многие скажут, что во Вьетнаме и в Китае живут достаточно неплохо, и люди вроде как существуют в вполне себе сносных условиях. Но дело в том, что извращение на этом не заканчивается. Это ведь не только смутный симбиоз этих стилей управления. Здесь еще попытка вернуть нечто похожее на Советский Союз, опять-таки в дикой смеси с чем-то похожим на Российскую империю, когда-то существовавшую. Так вот, дело в том, что все это не жизнеспособно, просто не жизнеспособно. Мы это увидим уже опять-таки в ближайшее время. Жаль, что к определенному моменту многие будут не в лучшем расположении духа, потому что кого радуют раскручивающиеся репрессии. Тем не менее, конец близок, конец этого режима. Мы стараемся приблизить конец этого режима как можно быстрее, и уверяю вас, что уже в скором времени мы увидим большие-большие перемены. Так, уважаемые зрители и слушатели, мы с вами уже практически 11 минут в эфире. Давайте, опять-таки я вам напомню, что в комментарии к этому ролику вы можете оставлять свои вопросы, а в ссылочках, по ссылочке в описании, если вы перейдете на наш Patreon, можете подписаться, там я отвечаю на все вопросы. Большое спасибо, что были со мной, мы вас любим, это искренне, это самое главное, мы работаем для вас. Всего доброго, до свидания.